Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня мы с вами будем вязать вот такую очаровательную снежинку крючком. Посмотрите, какая она красивая, кружевная, ажурная. Так, размер этой снежинки у меня получился 18 сантиметров. Эту снежинку я вязала из ниток Анна 16. Крючком 1,25. Сейчас хочу попробовать из пехорки ажурной. Эта ниточка немножко потоньше, в 50 граммах 280 метров. У Анны в 100 граммах 530 метров, немножко потолще нитка. Крючок также буду использовать 1,25. Посмотрим, какой получится размер у новой снежинки. Чтобы снежинка была такой красивой, конечно же, нужно обязательно будет сделать блокировку. Я делаю блокировку, придаю форму при помощи клея ПВА. И по-разному можно раскрыть все элементы. Вот эти лучики можно поднять вверх. Макушечки можно сделать как круглыми, так и прямыми или в виде ромбиков. Вот эти стрелочки также можно по-разному зафиксировать. Но это уже кому как больше нравится. Я решила сделать вот такой формы снежинку. Сейчас на экране прикреплю схему этой снежинки, но она действительно схема, тут больше как схематично изображено, как силуэт снежинки просто прорисован, но, конечно, нужно разбираться. В этом видео мы с вами все подробно разберем. И в конце получим такие замечательные снежинки. Так что присоединяйтесь, вооружайтесь крючками и нитками. Всем приятного времяпрепровождения. Итак, делаем скользящую петлю. Одна воздушная петля подъема и в кольцо провязываем 12 столбиков без накида, обвязываем колечко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Затягиваем за хвостик колечко. И делаем соединительный столбик в первый столбик без накида. Соединили. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 2 воздушные петли, 1, 2. Это первая ножка сплита. Делаем накид. В следующий столбик с накидом не до конца, это вторая ножка, накид. И в следующий столбик провязываем третью ножку, столбик с накидом не до конца, закрываем только накид. 3 петли на крючке, закрываем все петли за один прием. Провязали начальный сплит из 3 столбиков с накидом. Далее цепочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Арка из 5 воздушных, накид. И теперь снова вяжем сплит из 3 столбиков с накидом. Первую ножку провязываем в тот же столбик, куда вязали последнюю ножку предыдущего сплита. Накид. Вторую ножку в следующий. Накид. И третью ножку в следующий столбик. 4 петли закрываем. Сплит готов. Далее снова арка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5.
Провязали 2 кластера, у нас должно быть их 6. У нас снежинка правильная, шестиконечная, все по правилам снежинок. Так что провязываем еще 4 сплита самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Провязали последний сплит, 6, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Третью ножку последнего сплита мы провязали в первый столбик. Тут все по рисунку. Так, и теперь делаем соединительный столбик, вершину начального сплита. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Еще одна воздушная петля, это арочка, накид. И сюда же, в эту вершину сплита, провязываем еще один столбик с накидом. Вот такая галочка у нас из вершины выходит. Далее 2 воздушные, 1, 2, столбик с накидом в следующую арку. 2 воздушные, 1, 2, сюда же в эту арку еще один столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2 и третий столбик в эту же арку. 3 столбика, потом все расправим ровненько. 2 воздушные, 1, 2. И теперь вершину сплита провязываем 2 столбика с накидом, между ними арочка из одной воздушной петли. Первый столбик провязали, 1 воздушная, и сюда же вершину сплита второй столбик с накидом. 2 воздушные, 1, 2, столбик с накидом в следующую арку. 1, 2, в эту же арку второй столбик с накидом. 1, 2 воздушные, третий столбик с накидом сюда же в эту арку. 2 воздушные. И теперь вершину сплита также делаем галочку из 2 столбиков. Первый столбик, воздушная петля, второй столбик. Сюда же вершину сплита. 2 воздушные. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 2 воздушных и делаем соединительную петлю в вершину начального столбика, в третью воздушную петлю подъема. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд, последний. Он самый сложный. В этом ряду мы будем провязывать самое интересное — лучики нашей снежинки. Итак, делаем 1 воздушную петлю и столбик без накида в этот же столбик, куда мы делали соединение. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В третью петлю от крючка делаем соединительный столбик. Такое маленькое пико. Далее 8 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В шестую петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяем. Такой пико побольше у нас получается. Далее 12 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в 10-ю петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 10-ю
Делаем соединительный столбик. Еще больше петелечка получается. Можно оставлять их потом на блокировке и кругленькими вот такими, но можно и вытянуть. Как бы соединить их между собой. Так, далее 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В третью петлю от крючка 1, 2, 3 соединяем. Это самая острая точка нашей снежинки. Маленькое пико. Далее 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот у нас от большой петельки отступаем сюда вправо одну петлю, вторую. Вот во вторую петлю делаем соединительный столбик и в следующую петельку. Так, спускаемся вниз. Вот верхний уголок у нас готов. Далее 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 10-ю петлю от крючка соединяем соединительной петлей. Еще одну воздушную петлю давайте сделаем для симметрии. Теперь пропускаем петлю вот на этой стороне, на первой. И в следующие 2 воздушные петли за ней делаем по соединительному столбику. Спускаемся вниз по цепочке. Первый соединительный и второй. Далее 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 6-ю петлю от крючка соединяем. 1 воздушная. И также пропускаем симметрично вот на первой стороне вот это пико среднее. И в следующие 2 воздушные петли по соединительному столбику. Так, теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. В 3-ю петлю от крючка соединяем. Еще 1 воздушную петлю сделали для симметрии. И теперь, где у нас 2 воздушные, здесь на ножке нашей стрелочки, в 1-ю петлю соединяем. 1 воздушная. И теперь столбик без накида в следующий столбик с накидом. Вот так. Такая стрелочка готова. Так, в следующую арку из 2 воздушных петель столбик без накида. В следующую арку 2 столбика без накида. Теперь делаем маленькую стрелочку, вот такую. Набираем 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 3-ю петлю от крючка делаем соединительную петлю, пико на макушечке. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 петли отсчитываем от начала нашей цепочки. Во 2-ю петлю соединяем, делаем 1-й соединительный столбик. И в следующую петельку также соединительный столбик. Так что на ножке вот этой стрелочки у нас здесь 2 соединительных столбика. В следующую арку 2 столбика без накида.
следующую арку 1 столбик и в следующий столбик с накидом столбик без накида. Все, мы провязали раппорт. Теперь начинаем вязать снова вот такую стрелочку. Давайте вместе еще раз провяжем ее. Итак, делаем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В третью петлю от крючка соединяем. Далее 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В шестую петлю от крючка соединительный столбик. Далее 12 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В десятую петлю от крючка соединяем. Далее 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В третью петлю соединяем. Дошли до макушечки. Далее 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяем в 2 петли. Самые ближние вот к самому большому пику. Провязали 2 соединительных столбика. 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединяем в десятую петлю от крючка и одну воздушную петлю для симметрии. Пропускаем петельку на обратной стороне и в следующие 2 воздушные петли по цепочке провязываем по соединительному столбику. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В шестую петлю соединяем. 1 воздушная для симметрии. Пропускаем петельку и в 2 воздушные петли по соединительному столбику. Сделали. Теперь 3 воздушные, маленькое пико. 1, 2, 3. В третью петлю соединяем. 1 воздушная. И теперь столбик соединительный в следующую воздушную петлю после маленького пико. Здесь один у нас столбик, 1 воздушная. И в следующий столбик с накидом столбик без накида. Вот так. В следующую арку столбик без накида. В следующую арку 2 столбика без накида. И вяжем маленькую стрелочку. Давайте еще раз вместе ее провяжем. Вот такую. Набираем 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В третью воздушную петлю от крючка соединяем. Сделали маленькое пико. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в 2 петельки последние на цепочке соединяем. Провязываем по соединительному столбику. В следующую арку 2 столбика без накида. В следующую 1 столбик. И столбик в столбик с накидом. В первый столбик галочки. Вот так. Провязали 2 раппорта. Продолжаем вязать самостоятельно. В конце ряда делаем соединительный столбик в начальный столбик без накида. Прячем кончики и ставим снежинку на блокировку.
можно придать форму и крахмалом, и желатином. Но белые снежинки желатином я не советую. Если вяжете цветные, то, конечно, желатин это может быть даже лучший вариант. Они становятся... Так, сейчас я пример покажу. Желатиновую. Вот. Она немножечко вот белая обработала желатином, она пожелтела, но зато форма у нее, она самая жесткая среди всех. По сравнению с крахмалом, с клеем ПВА, желатин лучше всех держит форму, и поэтому там какие-то разноцветные снежинки, красные, синие, зеленые, желтые, оранжевые, любые, золотые лучше делать желатином. Ну, это мой совет. Но белые, конечно, я не рекомендую. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!